Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События ближайшего времени. Давайте узнаем, что же произойдет, случится со дня на день. И, конечно, будем реалистами. Я специально не ставлю ограничений, или четких дат по срокам. И будем исходить из того, что как Таро на неделю или расклад на неделю, потому что из двух раскладов наш сегодняшний прогноз состоит. Все ведь в жизни относительно, согласитесь, правда? Поэтому будем реалистами. Попробуйте переложить ту ситуацию вашу жизненную, которой вы сейчас занимаетесь, или она вас больше всего беспокоит, на метафору значений пасьянса, на карты Таро, как это откликается вашей душе, чтобы получить нужные подсказки. Хотя у кого-то ничего не совпадет, почему нет? Итак, смотрю я, смотрите и вы. О чем нам? Именно про события. Маленькие карты пасьянса нам будут рассказывать. Вот у вас на кону, скажем так, любовь. Роза – это любовь, взаимоотношения. Конечно, это любовь между мужчиной и женщиной больше идет, или взаимоотношения. Но я допускаю так и в целом. Это, знаете, как миролюбивое отношение, может быть, или хорошее настроение, эмпатия, которую проявляете вы, но все же и к вам тоже кто-то проявляет. Но для тех, кто в паре, для людей семейных, может быть, это какие-то важные разговоры следует провести, да, или будете искать, может быть, взаимопонимание по какому-то вопросу. Почему я так уже говорю? Потому что вижу, у вас совпадает скрещенные мечи. Это тревога, это внутреннее состояние неуверенности. И в реальной-то жизни это никак не проявляется. Но, может быть, есть какой-то повод, что вас заставляет задуматься именно по части взаимоотношений. Вот я тут вижу личная жизнь, и что-то вас тут не либо тревожит, может быть, что-то и не нравится, не без этого. У кого-то встреча, которая никак не состоится. Может быть, вот этот замок говорит о том, что хотели бы вы куда-то либо вместе поехать. Может быть и так, с любимым человеком, но не получается. Может, по работе не получается, по занятости. Документы какие-то не оформлены. Хотя ведь это могут быть значения, которые разрозненные. Давайте мы посмотрим, что нам расскажут еще. Может быть, любовь любовью, но есть отдельно как бы вот эта тревога или какие-то раздумья по части того, что вы бы хотели, может быть, осуществить, а не получается. Закрытый путь. Или временно не получается. Нам же ведь не говорят, что это навсегда. Хотя у кого-то это вы подвели итоги, и вы сейчас, может быть, наоборот и хотите. Такую невидимую демаркационную линию между прошлым и будущим провести, чтобы четче понимать, что вы хотите продолжать, а что уже не имеет смысла. Сентябрь – месяц ясности. Исполнение желаний, мои дорогие львы. А кто-то собирается в гости или к вам в гости. Может быть, кстати, вот уже все значения, да, которые выпали. Может быть, и намечалась какая-то поездка. Либо ваша кому-то, да, гости, бокал, либо к вам какой-то человек. Но пока еще либо это может быть отложено, либо не состыковано. Но все равно что-то произойдет у вас. А может быть, это и другое какое-то событие, но есть исполнение желания и стало быть. Повод для радости, для улыбок есть. Денежки есть. Это уже хорошо в наше сложное время. Получение денег и победа, мои дорогие. Ладно, смотрим, что там у вас еще совпало. Напомню, в нашем пасьянсе в крайних рядах карты по вертикали и по горизонтали мы можем соединить. И вот я смотрю, что мы тут с вами можем соединить. И что-то я пока не вижу. Ну да. Действительно не вижу. Ладно, давайте с вами продолжим. Наверное, не все в нашей жизни получается в том графике по датам, как мы намеревались. А ведь у кого-то, знаете, вот этот замок, когда куда-то не надо идти или не надо куда-то ехать, какой-то вопрос
решился сам по себе, ну, может быть, и не сам по себе, вы какие-то все же действия оказывали прежде, или что-то вы осуществляли, вопрос какой-то продвигали, с кем-то, может быть, и беседовали. Ну, самое разное, да, уже активность какая-то ваша была. И, может быть, и правда, окончательное решение. Я также допускаю, у нас много информации. Вообще осенью. А сентябрь особенный месяц. Мы с чем-то очень важным определяемся. И это будет иметь значение и на октябрь, и на ноябрь. Я вас хочу пригласить, кстати, на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. События до конца сентября. Вот каковы энергии, я уже опубликовала во вкладке «Сообщество» ссылку и почему это важно. Вот перейдите, прочитайте, подсказок будет больше. А мы идем с вами дальше. Давайте с вами узнаем, в чем риск. Ну, не сглупить, да. Нулевой аркан, дурак, конкретно. К чему-то не относиться легкомысленно. Смотреть буквально себе под ноги, мои дорогие. Иногда карта проигрывается, увы, буквально. Поэтому, может быть, нужно, знаете, вот это чувство осознанности. Кстати, ну, если мы так пару слов о психологии, что нам дает возможность привести, ну, в некоторый баланс наши внутренние сомнения, тревоги. Или какую-то ненужную уже, может быть, аналитику, когда мы так подзастряли в собственных мыслях. Именно осознанность, мои дорогие. Осознанность – это когда мы не делаем что-то на автоматизме. Вот буквально вы вступаете куда-то, вы идете, и вы замечаете, что происходит вокруг вас, каких людей вы встречаете, что может быть и под ногами тоже, да, какой там путь, дорожка, на работе даже, да, то, что автоматизм, он нам помогает в некоторых вопросах, когда рутина именно касается. Но когда мы отходим от этой рутины, даже в банальных вещах, именно осознанность, включается тот механизм равновесия, так устроен человек, и психологически ваше состояние, оно начинает постепенно улучшаться. Это, знаете, как такое своеобразное колесо судьбы начинает вращаться в каком-то правильном режиме. И это мы можем внутренне ощущать, что правда, как будто что-то, невидимая сила стабилизирует внутри нас самих. Поэтому это первый путь, чтобы уйти от каких-то тревог и разочарований. Вот такой самый простой прием быть самому себе психологом. Но тут и элемент новизны. Тут как бы вообще нужно и чего-то не упустить, но и понятно, не сглупить-то тоже нужно. Ладно, давайте мы с вами узнаем. А что удивит? Любовь. Все-таки любовь. Ну, понятно, двойка кубков, она и про эмпатию. Знаете, в принципе, о партнерских отношениях, и я допускаю, мы все разные, у кого-то это проиграется через работу или очень важные согласования, договоренности, может быть, и в инстанциях каких-то, или с ключевыми партнерами в разных сферах жизни. Именно способность слышать друг друга, искренние разговоры, глубокие, может быть, разговоры на чистоту, и, может быть, рядом у нас нулевой аркан нам говорит о том, что примирение, мои дорогие, может быть у кого-то, да, как с чистого листа начать. И тогда примите во внимание не вспоминать былое, да, друг другу не говорить. А вот помнишь, ты там сказала, ага, а ты помнишь, как поступил? Вот что-то такое вот. Поэтому, если мы все-таки, ну, как принимаем решение, что, ну да, мы друг для друга важны, значит, и какой-то прежний шаблон нужно оставить позади. Все-таки нулевой аркан говорит, нужно идти налегке, но при этом, опять же, быть осмотрительным. По двойке кубков это могут быть еще вообще, в принципе, какие-то соглашения, может быть, подписание отчасти документов, которые будут подписаны или не будут подписаны, зависит от того, как вы будете дипломатом или нет, мои дорогие. Но что удивит, ваша дипломатия творит чудеса, и это вас может удивить. Или когда вы больше проявляете кому-то эмпатии, может быть, мои дорогие, снисхождение. Но и себе этого вред ничего сделать нельзя. Поэтому где-то вам придется держать баланс. А что прояснится?
Какой-то вопрос, о котором вы думали очень долго и, возможно, длительное время. Ну, длительное время назад. Или когда много было какой-то философии. Вот мы где-то это затронули с вами. Отшельник ведь это философ, это мудрец. Может быть, для кого-то из вас такой вопрос: закончится мое одиночество или нет? Тогда примите во внимание, все 3 карты говорят о том, что, Лев, у тебя есть возможность. Если у тебя прежняя личная жизнь похожа на руины или какое-то фиаско, тогда тоже перестань думать об этом, перестань тревожиться. Этого уже не повторится. Но и сам-то ты, может быть, должен выйти как судьбе навстречу, расширить горизонты своего общения, пустить, дать возможность новым людям войти в твою жизнь, но есть возможность завершить одиночество. И как жизнь с чистого листа. Может быть, вам, мои дорогие, если мы говорим, что прояснится, философ, это мудрец вообще-то. Вот вы, видимо, какие-то мудрые решения. Собственно говоря, всю ту ситуацию, которую я по 2 картам только что проговорила, это и есть где-то мудрость. Вот, видимо, такие мудрые решения, может быть, которые будут вызваны необходимостью правильной какой-то постановки продолжения отношений или принятия какой-то окончательной резолюции. Опять же, я не только деловую сферу, а вообще все, любые сферы жизни. Мы все разные. И у каждого тут своя какая-то стезя. Но по отшельнику мудрое решение, самое время. Значит, раз вам эта карта, а это как жизненный путь, здесь есть какие-то люди, один как минимум человек, которые вам важны, мои дорогие, нужны на длительный период времени. И это не есть как выгода, мои дорогие, правда? Здесь и вы нужны человеку, и человек вам. А я хочу сказать, что в течение сентября, если даже если к нам, ну, как судьба возвращает какого-то человека, да, мы говорим «возвращается». И пусть это может быть какой-то нерешенный вопрос, с которым мы должны все вот так по полочкам расставить. Это не случайно, имеет какое-то значение. То же самое относится и к людям, поэтому будьте внимательны. Ладно, давайте узнаем. Вот только хотела сказать. Личная жизнь и любовь. И вам выпала карта влюбленная. Очень в тему. Я так вижу, что все же личная жизнь – это основа, может быть. Или даже для тех, кто в сольном варианте. Самое время задуматься. Это карта выбора. Может быть и выбор. Двойка, ведь тоже двое, да? Мы можем думать, что мы сейчас на выборе. А вот старший аркан влюбленная вам повторяет. Сепарация только иллюзия. Тут, скорее всего, какой-то компромисс. Ну, может быть, какие-то моменты вы и пересмотрите для себя, но как будто история продолжается. Ладно, так все-таки любовь и личная жизнь. Надежный человек. Может быть и правда, есть такой человек, пусть выпадает король Пентаклей, но мы смотрим энергетику. Да, это карта консерватора, но зато и надежных людей, которые надеются сами на себя. С вдохновением так сложновато у короля Пентаклей, но потому что, может быть, где-то и для вас подсказывает, что самое время, допустим, подумать о своем благополучии. Улучшить, может быть, что-то дома сделать, да, сделать жилье более комфортным. Ну, может быть, и более глобально, потому что дом тоже проходит, личная жизнь, опять же, проходит и финансы. Вот все то, что нам показали карты пасьянса. Но иногда супруги проходят. Кто знает, может быть, вот договоренности по части была дружба, а тут вы всерьез задумаетесь о том, чтобы де юре оформить отношения. Но на любовь это тот человек, вот посмотрите, как с караваем, с хлебом сидит человек. Он готов участвовать, делиться, брать ответственность. Поэтому, правда, тут сепарация только иллюзия. И есть очень важные люди в вашей жизни. Поэтому держите баланс. Не сглупите в чем-то, мои дорогие. Иногда ведь это банально, когда мы в некоторых мелочах не согласны. И вот невидимая сила нас как будто подстегивает, а ну-ка выясни отношения. Но это не всегда помогает. И даже это нужно как-то элегантно делать, будем говорить. Ладно, хорошо, что нам по финансам расскажут? Звезда. А вам предлагают сиять вообще-то как звезда. А карта отчасти кому-то подсказывает о твоей популярности, Лев. От твоей, ну, может быть, умения так хладнокровно реагировать на некоторые ситуации.
Или, к примеру, от умения работать в интернет или пользоваться какими-то технологиями. Почему так говорю? Пространство, эфир, интернет, и если мы про популярность и расширение наших возможностей, но это где-то с цифровыми технологиями в наше время очень даже может быть связано. Можно это расценивать как и подсказку. Подумай о дополнительном доходе, чтобы работать из любой точки мира. Ведь это на конкретику выпадает. Это на финансы. Так нам о чем? Вы знаете, вам нужно быть очень внимательным к деньгам тоже. Вот смотрите, ваши деньги зависят напрямую, как вы договоритесь, как вы взаимодействуете, и как вы сумеете держать диалог, может быть и компромисс, насколько вы будете гибки и мудры, вот напрямую. Потому что пятерка – это недостаток. Не сумеешь договориться, денег не будет. Вот так. Или денег нет, и тоже как бы будет как-то сложновато, потому что есть риск не договориться, остаться в одиночестве. Вот здесь гибкость нам сама говорит по части, как будто финансы зависят, может быть, от альтернативных, или когда мы рассматриваем новые источники дохода или что-то даже изучаем. Пусть это не будет с учетом карты звезда буквально завтра. К нам какой-то куш упал на голову. Ну, согласитесь, я в такое не верю. Да и легкие деньги опасны на весь период Плутона в Водолее. Я об этом периодически говорю. А вот то, что мы выстраиваем сами. Да, может быть, мы проходим через тернии, но мы от этого более крепкие такие становимся, закаленные, быстрее учимся перестраиваться в нашем турбулентном мире. Вот вам, как и общение, как и баланс, так и буквально финансы каким-то образом полностью взаимосвязь присутствует, причем на далекий период времени. Вы как будто сейчас, вам карта советует на финансы, видеть не просто, знаете, или брать перспективу на более далекое будущее. Ведь сама по себе карта, я часто говорю, две карты выбора правильного направления в колоде Таро. Солнце, и это четко 6-8 месяцев, и аркан звезда. Вот два старших аркана. Так вот, этот аркан – это десятилетие. Опять же, как по Плутону в Водолее. Вот есть какая-то взаимосвязь. Значит, если сейчас даже что-то пробуксовывает, это не значит, что ну, вот, как-то нужно либо бросить это дело. Может быть, и стоит, да. Может быть, и есть смысл что-то пересмотреть. Ну, так опять-таки, прояснить сначала нужно, имеет смысл продолжать этот проект или нет. Быть дальновидным, прозорливым, вот как-то так на финансы. Хорошо, ваши достижения, карьера у кого-то, дела, планы. Правда. И ничего, кроме правды. Вы можете, кстати, столкнуться, и, мои дорогие львы, для тех из вас, кто занимает ответственный какой-то пост, или вы руководитель, пусть даже не большого какого-то звена, ну, вот какой-то структуры, даже маленькой. Проверяющие иногда проходят по этой карте, которые буквально вот так вот, как рыцарь мечей, врываются в нашу жизнь. Бунтарь без причины. И как проверяющие, ну, по крайней мере, это в моих раскладах, поэтому просто будьте внимательны. Это те люди, которые к нам без приглашения заявляются, и они уже несколько имеют определенный настрой, предвзятость какую-то. А вот нам нужно, опять же, держать баланс. По этой карте мы сами. И вот тогда со знаком плюс эта карта проигрывается. Когда мы сами легки на подъем. Когда мы сами ищем правду, истину. Видим беспристрастным взглядом. Осознанность. Вот я об этом говорила. Что же происходит? Вот, видимо, вам нужно... Это не имеется в виду какие-то размышления по части собственных тревог. Нет, тут именно осознанность, когда мы видим, что происходит в реальности. И, может быть, спрашиваем себя, а вообще вот это будет иметь для меня значение лет на 5, а на год, а на полгода? От противного, да? Насколько осуществим тот или иной проект, мы ведь о планах, насколько будет иметь последствия, даже, например, контакты вот с таким бунтарем без причины или с внезапно появившимся, ну, каким-то лицом, персоной. Может быть, есть смысл все-таки какой-то баланс сохранять, или как-то красиво вы будете из этой ситуации просто выходить. Здесь у каждого будет по-своему. Но я бы сказала, конфронтация нам точно не помогает. Давайте еще одну карту. Да, тут надо посмотреть. Вот когда две карты выпадают, поступайте вот сразу.
Отталкивайтесь от того, это планы, это достижения, может быть, документы. Нужно делать так, как по закону. Не нарушать какой-то структурный порядок, как принято в обществе или вашим менталитетом, ну, имеется в виду, где вы проживаете. Буквально, может быть, какие-то приказы на таком более мелком уровне, приказы руководителя. Вот здесь вот нужно что-то явно учитывать. И ведь это тоже правосудие, это как карма, мои дорогие. Если мы прежде сделали что-то хорошо, то тогда нам пространство откликается, пусть руками других людей, тоже как, ну вот, дает нам какую-то шикарную возможность в каком-то вопросе, деле, теме. Но и может вернуться какая-то застарелая тема для того, чтобы мы правильно что-то завершили. Может быть, нет возможности начать заново какое-то дело или вопрос, но есть возможность правильно закончить, да, вот что-то такое. Вам, может быть, вот так беспристрастно. Фемида, да, хотя нам тут такая шутливая Фемида. Обычно мы знаем повязка на глазах, как бы беспристрастность, а тут нам все же подглядывает, как в полглаза, да, и 2 кота. Тем не менее, баланс держим, но нам как будто может не нравиться, мои дорогие, и первый вариант, и второй. А нам нужно, ну, мы не с чего выбирать, поэтому, может быть, и придется держать баланс, равновесие, словно сидеть на 2 стульях. У кого-то я не исключаю, пусть эта ситуация временная, но, может быть, и собственное эго где-то придется причесывать. Увы, я тоже такое допускаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.